Добрый день, уважаемые зрители нашего канала, коллеги по увлечению. Недавно мы уже рассматривали с вами пример инструмента, который нам понадобится для росписи миниатюры. И, соответственно, посмотрели один из способов покраски лица. Ну, мне кажется, видео получилось не слишком полным в плане инструмента. И сейчас я бы хотел обозреть для вас тот инструмент, который понадобится нам для непосредственно занятий миниатюрой. Многие вещи будут повторяться с моделизмом, с ВТТ. Я объясню, для чего это нужно. Все посмотрим, все расскажу. Итак, первое. Первое — это обычные кусачки вот такие для пластика. Ими можно, соответственно, отделять пластиковые детали. Если вы работаете с фигурами, склеивания из наборов, либо также какие-то дефекты, куски облоя, либо те же следы от ледников на металлических фигурах из белого металла. Белый металл — это принятая терминология для занимающихся миниатюрой, это оловянный сплав. Ну, то есть в нашем понимании кусачки. Да, и вот такой вот модельный нож. Он у меня томиевский, вполне себе подходит для занятий, в том числе и миниатюрой. Возможно, кому-то пригодится еще ножик побольше, допустим, от Excel или что-нибудь подобное. Вот. Помимо просто того, что данным ножом можно отрезать какие-то кусочки ледников и прочее, как на пластике, так и, кстати, на металле. Белый металл очень податлив, хорошо держится. Можно использовать вот эту часть ножа для того, чтобы вот такими вот движениями, плоско поставив этот ножик, счищать облой непосредственно с фигуры. Когда будем рассматривать фигуру, я вам покажу, как это делается непосредственно. Итак, далее, когда мы склеили фигуру, соответственно, это может быть у нас стандартный модельный клей для пластика, для пластиковых фигур, либо с металлом немножко все посложнее. Здесь обычно я использую эпоксидный клей. То есть, допустим, вот такой вот состав от Запа, эпокси, двухкомпонентный клей, представляет из себя два тюбика, смешиваете, он начинает застывать. Такой же есть точно у Томии, такой же есть у Момента, любой. То есть хороший эпоксидный клей. Прекрасно держит металлические части на месте. То есть вполне и тяжелые фигуры, вплоть до 90 мм из белого металла, у меня фигурки держатся прекрасно, со временем не распадаются, все это великолепно держится. Такая вот эпоксидка. Вот. Либо есть еще другой способ, я им не пользуюсь, поэтому показывать не буду, но все равно скажу о том, что он существует. Это пайка, соответственно, берется паяльник, желательно где-то 25-30 ватт. И при помощи обычного флюса и припоя точно так же все паяется, детали в детали, фигура к основанию. Конечно, такой способ, он надежно спаивает фигуру, она уже никогда не расколется, не развалится, то есть там металл сплавляется. Все это очень интересно. Профессионалы пользуются именно им. Но есть другая сторона. Чуть-чуть перегрели вы свою фигуру, и ваша великолепная фигурка, там, миниатюра за $100 просто потекла, и ваша деталировка превратилась в лужицу расплавленного олова. Поэтому нужно быть очень осторожным и очень уверенным в том, что вы делаете, для того, чтобы фигуру паять. Я предпочитаю эпоксидную смолу, такой эпоксидный клей. Далее, шпаклевка для удаления швов, всяких там следов неровности и прочего. Когда фигура собрана уже непосредственно, очень часто бывает так, что детали стыкуются плохо, остаются большие швы, их нужно заделывать. Что мы можем применить? Ну, во-первых, может быть вот такая вот пластиковая шпаклевка, ее выпускает Валеха. Вот Андреа также, то есть все похожие на Валеха, и то, что вот с Валехом работает, фирмы все выпускают подобную шпаклевку. Обычная пластиковая паста наносится, высыхает, ударяется надфилем либо шкурочкой. Далее мы можем использовать томийскую шпаклевку. Соответственно, тоже достаточно известная вещь. Томийская шпаклевка серая, прекрасная адгезия к пластику, гораздо хуже адгезия к металлу. То есть металл бы я все-таки посоветовал только предыдущей шпаклевкой, она держится. Вот. Но в принципе и на металле это вполне работать будет Томия. Значит, соответственно, зашпаклевываете, излишек удаляете также после высыхания наждачкой. Вот. Есть один нюанс,
который я вам сейчас поведаю, скажем так. Можно использовать также, помимо вот такой шпаклевки, грунтовку жидкую в стекле. Я ее, да, она у меня есть, вот такая вот грунтовочка. То есть данную грунтовку можно использовать как для грунта модели, непосредственно перед покраской акриловыми красками, ну либо там теми красками, которые вы красите, так и в качестве жидкой шпаклевки. Берете, набираете погуще часть на кисточку, в шов, она затекает, высыхает, получается у вас аккуратный шовчик с жидкой шпаклевкой. Что можно сделать, чтобы не вышкуривать шпаклевку и не повредить вашу фигуру? После того, как мы зашпаклевали такой шпаклевочкой, она у нас высохла, можно взять вот такой вот растворитель, тамильский желатер СНР, желтой крышечкой. Набирается на ватную палочку и аккуратно места, где вы лишнюю шпаклевку нанесли, прямо данным растворителем смывается. Этот растворитель не повредит вам ни пластиковую модель, ни тем более металлическую вашу фигуру, но при этом смоет лишнюю грунтовку, лишнюю шпаклевку, но, соответственно, оставит модель нетронутой. Данным способом рекомендую пользоваться и тем, кто занимается, соответственно, моделями, особенно вот в моделях авиации, в моделях самолетов. Бывает очень полезно, когда такое крыло с фюзеляжем, либо что-нибудь такое подобное. Не нужно как бы сильно тереть шкуркой, сохранить рельеф на модели, расшивку. Вот помогает такой способ. Далее, грунт помимо такого жидкого через аэрограф можно использовать вот в такой вот баллоне. Причем я его предпочитаю даже больше, чем аэрограф, поскольку возиться не надо, ложится он прекрасно, как на пластик, так и на металл. И после этого можно спокойно модель красить. То есть для тех, кто красит металлические фигурки, грунтовать вообще строго необходимо под любую краску, иначе адгезии у вас краски будет никакой, она будет скатываться, сваливаться, и фигурку вы не покрасите. Далее, фигурку всегда можно, помимо того, что вы просто ее собрали и покрасили, всегда можно доработать, либо переделать, либо сделать вообще что-то с нуля. Для этого нам понадобятся специальные составы. Эпоксидная смола, эпоксидный клей, там все что угодно. Это томийская, вот у меня, к сожалению, в непотребном виде, поэтому я вам показывать ее не буду, но классическая томийская шпаклевка, двухкомпонентная, называется эпоксипути, зелененькая, розовенькая, в любом модельном магазине имеется обычно, можете использовать ее. Либо вот самый простой дешевый вариант, вот такой вот момент супер эпокси, это два тюбика смешиваете, соответственно, что-то наносите, чуть подсохло, вылепили, и уже непосредственно модели высохнет. Также есть замечательная шпаклевка эпоксидная в таком батончике двух цветов. Его прям мнете, соответственно, он начинает застывать, из него лепите какую-то деталь, либо долепляете прямо на фигуре, высохло все, она у вас будет работать. Также есть такая штука, как Greenstuff, ну это у тех, кто занимается игровой миниатюрой, они должны знать. Тоже, если в магазине с Warhammer спросите, вам ее дадут. Ну и куча таких составов подобных, скальпи, супер скальпи, то есть это все можно найти. Ну, я предпочитаю пользоваться томийской шпаклевкой, обычной эпоксидной. В ссылочке вот видео будет дана ссылка, посмотрите, что это такое. Так, далее. Для того, чтобы сделать с нуля фигуру, да и вообще для работы с фигурой, обязательно имейте при себе вот такую вот проволоку. Можно разных толщин, но главное, чтобы она была достаточно мягкой, чтобы вам было удобно ей работать. Что можно из нее сделать? Во-первых, фигуру можно укрепить, если вам кажется, что детали ваши не будут держаться, либо слишком тяжелый верх, допустим, фигура слишком легкий низ на металле. Сверлится два отверстия аккуратно тонким сверлом, ручной дрелью, вставляется на тот же эпоксидный клей небольшой кусочек проволоки. Все, фигура становится гораздо устойчивее и будет дольше держаться, будет сложно ее сломать. Помимо всего прочего, из нее можно сделать каркас прилепки фигуры с нуля. То есть делается каркас по пропорциям, их можно найти, это в любой художественный сайт, посвященный скульптуре, он вам в этом поможет, можно скачать прямо и пересчитать на разные масштабы это дело посмотреть. Делаете каркас, облепляете его, соответственно, каким-нибудь составом, тем же вот эпоксидным, чем-то таким, и, соответственно, у вас получается ваша фигурка. Есть также вот такие составы типа ФИМО,
Это для того, чтобы слепить фигуру с нуля. Или какую-то деталь. Или, допустим, какой-то элемент одежды. Или там, оружие. Соответственно, пластиковый такой вот состав, похож на пластилин, только твердый достаточно. Мнете, лепите, придаете любую форму. На 30 минут в духовку на температуру 110-120 градусов. Через 30 минут достаете, все, у вас твердый пластик. Получается. Штука очень хорошая, не меняется при высыхании ни в объемах, никак. То есть то, что слепили, то и получите. Плюс данные вещи таков, что можете запихивать в духовку сколько хотите. Налепили, допустим, слепили 2 ноги в духовку, затвердили, достали уже твердые, на нее налепливаете дальше. Потом можете опять засунуть в духовку. Продается в любом художественном магазине, настать вообще не проблема. Главное не перепутать вот фимов софт, допустим, от другого состава этой же фирмы, так называемой полимерной глины. Полимерных глин лучше избегать, так как по большому счету это состав на основе глины будет, и когда вы сделаете свою модель, и она у вас начнет высыхать, ее всю перевернет, перекорежит, она изменит объем, и вы не получите то, что вам непосредственно нужно. Далее, когда вы завершили свою покраску, модель у вас собрана, покрашена, необходимо использовать лак для того, чтобы все это зафиксировать. Лак можно использовать любой, который вам нравится. Я предпочитаю два вида. Это либо валеховский лак, может быть в любом виде, либо в таком, либо для аэрографа. Очень хороший акриловый лак, без запаха, прекрасно покроет вашу модель, будет ее защищать, будет матовым, либо глянцевым, который вам нужен. И тамильский лак, вот такой вот на нитрооснове, тоже великолепная вещь в баллоне, ТС-80. Прямо с баллончика задуваем фигуру, высыхает, краска зафиксирована, уже не будет не стираться, когда вы будете пыль протирать, прочее, прочее. Замечательные лаки. Итак, мы с вами рассмотрели все необходимое для того, чтобы заниматься фигурами. В дальнейших видео, когда я буду непосредственно показывать работу с фигуркой, мы посмотрим, как эти вещи все можно применить уже непосредственно на фигуре. Благодарю за внимание, оставайтесь на нашем канале.